Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Новые творческие эксперименты. Нас хлебом не корми, дай поработать. Мне отдали образцы мебельной ткани. Очень красивые, но они залиты клеем. На них есть этикетки, которые очень сложно удалить. Если убирать весь мусор и отходы, то получаются очень маленькие узкие кусочки хорошей красивой ткани. А между тем эти образцы уже сами являются произведением промышленного дизайна. Попробуем что-нибудь придумать нужное и полезное на их основе. Эти образцы плотные, ткани сложены в несколько слоев. Конечно же, хочется сделать коврик или сидушку. Все будет зависеть от количества тканей. Для начала определимся с размерами. Все эти полосы заготовки одной длины 50 сантиметров. Ширина у всех разная. Попробуем их красиво выложить, чтобы цвет был равномерно распределен. И еще, при раскладке в разные стороны направляем сгибы тканей. В качестве основы для коврика нужна крепкая плотная ткань, которая хорошо держит форму. У меня нашелся кусок бязи. В наших мебельных образцах очень толстые края, да еще и плотный термоклей. Чтобы не испортить швейную машинку, лучше всего эти края срезать. Оставим самый внешний слой ткани, который будет на виду, а углы с клеем и утолщения уберем. Чтобы все было ровно, надо, чтобы при шитье коврик лежал на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся приставным столиком, который можно сделать самостоятельно. Оставим немного места с краев ткани основы и просто прямым швом пришьем образцы. Расстояние от края на ширину лапки. Прошили один край, закрепляем другой. Точно таким же способом закрепляем следующую полоску мебельных образцов. Как видите, сгибы тканей направляла в разные стороны. Так интересней. И все утолщения, которые могли попасть под иглу швейной машинки, мы заблаговременно срезали, поэтому шьем спокойно. Размер моей основы 54 сантиметра на 90 сантиметров. Свободный край, чтобы не мешался, скрутим в трубочку. Детали укладываем в стык и обратите внимание, расстояние между швами 1,5 сантиметра. Так будем шить, пока хватит материала. Мне повезло. Мне хватило мебельных образцов, чтобы закрыть всю основу. Остается только спрятать швы. Это можно сделать репсовыми лентами или бейками. Смотрите сами, что у вас будет под рукой. А я ножницами зигзаг нарезала полоски чуть больше 2 сантиметров шириной из мебельной ткани. Ткань эта плотная, не осыпается. Закроем ей все швы и соединения. Конечно, вы можете сказать, а нам-то зачем смотреть этот мастер-класс? В нашем распоряжении нет таких образцов. Но я даю вам идею. Можно ведь нашивать такими ступеньками-лесенками лоскутки любой ткани. Могут получиться
Очень интересные варианты. Конечно, замечательно, когда все полоски одной ширины. Но человек предполагает, а Бог располагает. С изнаночной стороны все чисто и аккуратно. Коврик почти готов, но надо обработать края и немного увеличить еще его размер. Из всей массы образцов выбрала самые темно-коричневые лоскуты. Сделаем их одной ширины и соединим вместе в длинные широкие ленты. Сначала просто прошьем, соединим две детали. Шов на расстоянии 1 см от края. Потом детали развернем, припуски на швы расправим на 2 стороны и отстрочим их. Когда все готово, определим длину полосы, которая нам нужна. Сначала закроем 2 длинные стороны коврика. Обшивать будем просто. Сначала нашьем широкие отделочные полосы, потом их отвернем, сделаем отстрочку. Затем оформим сгиб и прошьем еще раз, сформируем широкий край. Так мы оформим 2 противоположные стороны. А торцы коврика обошьем следующим образом. Сначала нашьем к лицевой стороне широкие ленты. Потом сформируем сгиб. Эту широкую полоску сложим вдоль пополам, лицом внутрь, и прошьем углы. А потом вывернем углы, оставляя все швы внутри этой широкой каймы, и прошьем на швейной машинке. Да, так получается, что с обратной стороны мы ткань каймы дополнительно не подгибаем, потому что эта ткань плотная, не сыпется, да и получается очень много слоев ткани. Не каждая машинка их возьмет. Самое хорошее в этом коврике то, что он такой милый, бархатистый. Понятное дело, что такую красоту никто на пол кидать не будет. Ему уже нашли место в кресле. Будем сидеть на таком царском троне и рукодельничать. Для любителей делать заначки это превосходное место. Все эти складки – замечательные кармашки. Самое главное – не забыть, куда именно спрятали. Всем желаю приятного рукоделия и творческого вдохновения. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!